Как ты думаешь, о чем мы сейчас с тобой будем говорить? Непонятно. Вот именно о непонятных экспонатах мы и поговорим. Первый непонятный экспонат – это у нас вот лента Мёбиуса. Очень интересная такая математическая поверхность. Открыли ее независимо друг от друга два ученых – Август Мёбиус и Иоганн Листнер, где-то в середине 19 века. В чем же ее особенность? В том, что это интересная петля с одной поверхностью и с одним краем. Вот. Она демонстрирует такую своеобразную непрерывность и возможность попасть из одной точки поверхности в другую, не пересекая край. А это не просто какая-то абстрактная фигурка, ее очень интересным образом используют. Например, в конвейерах, например, в аэропортах. Вот когда ты приходишь в аэропорт и ждешь своего багажа, да? Багаж выезжает на такой специальной ленте. Вот эта лента как раз и сделана в виде ленты Мёбиуса, для того, чтобы она очень быстро не изнашивалась, чтобы долго служила. А сейчас ты проверишь все эти свойства ленты Мёбиуса с помощью вот этого вот самолетика. Да, ты им сейчас будешь его катать по поверхности этой ленты. Ну, сделаешь, на самом деле, несколько интересных открытий. Во-первых, то, что да, у этой ленты одна поверхность, да, то есть ты начнешь с одной точки и, в конце концов, приедешь тоже этим самолетиком в одну и ту же точку. И, наверное, заметишь, что ты не сможешь пересечь этот край этой ленты. Вот, держи самолетик. Начинаем отсюда. Угу. Мы не Так. пересекли край, и Не наш... пересекли край, Теперь оказались с находимся другой стороны. С другой стороны. Угу. Едем дальше. Опять там же. Опять Правильно? те же точки, где и начинали. Вот такая интересная лента Мёбиуса. Давай, самолетик сюда. Сейчас ты этим самолетиком ездила по ленте Мёбиуса, но самолеты-то не ездят. Самолеты ведь летают, правильно? Вот давай мы с тобой сейчас узнаем, как летают самолеты. А для этого мы с тобой сейчас перейдем к другому непонятному экспонату. Ну что, поняла что-нибудь, что здесь происходит? Летающий мяч. Непонятно, да, что-то странное происходит. Из этой вот трубы, да, вырывается быстрый поток воздуха. Воздух, который двигается быстро, у него давление очень слабенькое. Но есть воздух, который медленно двигается. Ну, нельзя сказать, что он полностью стоит. Да, вот в этой комнате есть воздух, правильно? Он не стоит, все равно где-то там чуть-чуть перемещается. Но воздух, у которого движение медленное, слабое, у него более мощное давление. И вот получается аэротруба. Да? То есть в аэротрубе воздух двигается быстро-быстро-быстро, в нем может человек летать. Да? А вместо стенок стеклянных в аэротрубе у нас есть воздух, да, который медленно двигается, у него давление посильнее. А вот как думаешь, а почему вот этот мячик, да, он находится внутри вот этой вот струи, которая быстро двигается, почему он не может вылететь вот в потолок или вообще с земли? Ну, потому что работает сила притяжения. Конечно, вот она не позволяет ему высоко подняться, да, удерживает его. Вот. Ну так при чем же здесь самолеты? А там работает примерно та же самая система. Когда самолет летит, да, у него же еще есть крылья, и крылья очень интересной формы. Они позволяют сделать так, чтобы воздух, который над крылом, он двигался быстро. Он быстренько пролетает над крылом. Вот, а вот под крылом воздух двигается чуть медленнее, да, и помни, что у медленного воздуха давление сильнее, да, и вот он как будто поддерживает самолет. Ну, давление сильнее, правильно? Как будто самолет ложится крылышками на этот воздух, И катится и как по будто воздуху. катится по этому воздуху. Люди, которые придумали все вот эти законы, изучали форму крыла и вообще воздух, считают, что условно воздух твердый. Вот. Таким образом летают самолеты. Да? И вот сейчас мы с тобой еще раз проведем этот эксперимент. Теперь ты уже понимаешь, что здесь происходит, да? Почему этот мячик будет летать здесь вперед-назад, да? И не вылетать за пределы этой воздушной трубы. Вау! Воздух держит